Книга 15. Тао. Путь Вознесения. Исцеляющие храмы Вознесения. Сейчас, в Авроре, существует 28 исцеляющих храмов, специально предназначенных для того, чтобы поддерживать восходящих людей. Эти храмы многочисленны, и почти что каждую неделю добавляются новые, так как в процессе непрерывного восхождения воятелей карты раскрываются новые, ранее неизвестные стереотипы искажения. Следовательно, то обстоятельство, какими храмы являются, и что там делают, не так важно, как ежедневное подсоединение к ним. По своей природе, храмы голографические и предоставляют восходящему человеку доступ к информации, которая продолжит поддерживать его восхождение. Подключение к исцеляющим храмам во время ежедневной медитации и каждую ночь, прежде чем отходить ко сну, или в полусне, более чем гарантирует, что поле восстановлено, поскольку восходящий отдыхает, с целью поддерживать свое непрерывное восхождение. Беспокойные ночи – признак того, что восходящий не заземлен и не связан с храмами. Перед отходом на отдых, или даже в середине бессонной ночи, можно попробовать провести медитацию синтеза, или медитацию элементов. Возможно, вы найдете, что этого хватит вполне, чтобы очистить свой дом и поле, в той степени, чтобы заземлиться и восстановить соединение с исцеляющими храмами. Через исцеляющие храмы, на планах сновидений, обеспечивается определенный уровень восстановления возносящихся посвященных. Определяющим фактором здесь является то, что возносящиеся посвященные должны брать сознательную ответственность за собственное внутреннее состояние. Нужно ежедневно учиться синтезироваться, каждую ночь, соединяться с исцеляющими храмами, а также восстанавливать в поле недостающее, пропавшие записи и информацию, или же в противном случае человек просто ослабеет и сойдет в своем вознесении с пути. Подобный исход не служит Земле, и при этом никак не служит вашим предкам. Поэтому Земля предлагает некоторые важные сведения и советы, чтобы помочь вам оставаться на пути с целью вознесения. Переживая трудные моменты в ходе вознесения, вы можете отправляться в эти храмы во время сновидения или медитации. Эти храмы хранят записи, к которым вы можете получить доступ голографически, и сравнить их со своими биологическими записями. Если у кого-то записи утрачены, эти храмы помогут восстановить все утраченное, чтобы человек мог продолжить свое вознесение. Храмы также будут помогать выявлять и очищать необходимую для вознесения карму. Сейчас эти храмы находятся под наблюдением и управляются солнечными советами и единым истоком. Целительские храмы Вознесения. Мы предоставляем карту и целительские храмы для оказания помощи человеческой эволюции. Сейчас мы дадим описание 18 целительских храмов для Вознесения. 1. Храм взаимосвязи. Храм помогает подключиться к истоку, в случае утраты такого контакта. Храм, содействуя Земле и всем видам на ней, поддерживает контакты со всеми группами истоков, имеющих отношение к Земле. При посещении этого храма, соединение с истоком будет происходить с меньшими усилиями. 2. Храм испытаний в ходе вознесения и оценки уровня. В этот храм каждый направляется, чтобы пройти проверки процесса вознесения или получить оценку готовности для перехода к следующей фазе работ. Иногда, когда кто-либо не может определить, что не так, посещение этого храма поможет ему вернуться в свое направление. С помощью этого храма, ваша душа может разобраться в ваших кармических проблемах. 3. Храм заземления. Данный храм содержит все записи заземления и происходящие в них на каждой фазе вознесения изменения.
Заземление меняется от фазы к фазе, однако, где бы вы ни находились, вы можете перепроверить информацию и выразить намерение вернуть утраченное. 4. Храм потока и сексуальной энергии. Этот храм содержит все записи о движении сексуальной энергии и кундалини в энергетической решетке и формы, и тонких телах. В ходе вознесения, движение сексуальной энергии тоже меняется по фазам. Однако вы можете перепроверить собственную информацию на основе содержащихся в храме знаний и выразить намерение вернуть то, что было утрачено с течением времени или при кармической встрече. 5. Храм тонких тел. В этом храме хранятся все записи об изменениях и восстановлении тонкого тела на каждой фазе вознесения. Вы можете сравнить собственные записи с содержащимися в храме в связи с вашим эволюционным статусом на данный момент, чтобы определить, что было утрачено или стало объектом манипуляций, а затем приложить усилия к возвращению этого. 6. Храм физической энергетической решетки. В этом храме содержатся записи об изменениях и восстановлении энергетической решетки для каждой фазы вознесения. Вы можете проверить свою энергетическую решетку по схеме того, что должно присутствовать на каждой конкретной стадии эволюции. Поступая таким образом, вы можете выявить чужую энергетическую решетку, смешавшуюся с вашей, что вызывает неустойчивость энергетического потока в определенных областях формы. 7. Храм энергетической решетки Вознесения. Храм содержит записи для перестройки энергетической решетки Вознесения на каждой его фазе. По сути, он хранит информацию по расшифровке генетической светокопии для Вознесения и заякорения вокруг физической формы. Энергетическая решетка Вознесения меняется в зависимости от уровня посвящения, поэтому ваш уровень можно сравнить с тем, который должен быть, исходя из хранящегося в храме знания. 8. Храм знания предков. Храм содержит все родовые линии человечества, выделенные на данный момент вознесения людей на Земле. Сейчас представлены все 144 тысячи родовых линий, но некоторые еще не полностью восстановлены во времени. Своим вознесением вы помогаете накапливать записи для данного храма. В этом храме вы можете сделать запрос обо всех первых 144 родовых линиях, содержавшихся там с самого начала, либо о любых поправках, поступивших от других возносящихся посвящаемых. 9. Храм Тела Света. В этом храме содержатся записи о развитии Тела Света на каждой фазе вознесения. Иногда, во время ваших путешествий в сновидении, Тело Света подвергается манипуляциям. Вы можете сравнить свое Тело Света с записями в храме, чтобы произвести восстановление. 10. Храм перезаписи, переделки. В этом храме регистрируется каждая перезапись, происходящая в вашем истоке во время сновидения. Перезапись соединяет фрагментированные части души в единое целое, когда на каждой фазе вознесения собирается вместе достаточное число фрагментов. В целом, для находящихся на уровне 3000, 4200 и 6000 перезапись происходит как минимум раз в неделю. 11. Храм времени. Этот храм содержит записи того, как на каждой фазе вознесения, в поле возносящегося человека, происходят изменения. Человек движется к выходу из времени так, чтобы тело больше не старело. Поэтому, вы приглашаетесь посетить данный храм, чтобы определить, имеется ли у вас в процессе вознесения трудностей с периодическим выходом в продолжительное состояние вне времени. Такой анализ даст ключ к тому, что может быть у вас не в порядке, или является недостающим на текущей или прошлых фазах вознесения, и используя его, вы можете внести исправление. 12.
Храм осколков. Осколки – это части Вознесения, через которые перескакивали, оставляя позади отколовшиеся части души, которые не были учтены в ходе последней перезаписи. В этом храме содержится все знание, полученное к настоящему моменту об осколках, а также тона, необходимые для интеграции недостающих частей души и высвобождения надлежащей кармы. 13. Храм языка света. Храм содержит язык света, представляющий собой все тона творения, необходимые для поддержания вознесения формы на данный момент и продолжения этого процесса в будущем. Вы можете посетить этот храм и посмотреть, какие тона следует полностью интегрировать на конкретном текущем уровне вашей эволюции. Любые недостающие тона могут быть взяты из этого храма в поле, чтобы привести в действие соответствующую карму, которую следует высвободить для полного вмещения всех тонов. 14. Храм генетической информации. Храм содержит всю генетическую информацию о жизни людей, выявленную к настоящему моменту в ходе вознесения людей по всей планете. Этот храм связан с храмом предков, поскольку генетические записи хранятся в вашем родовом наследии. Вы можете посетить этот храм и сравнить свои текущие записи с находящимися в храме, чтобы убедиться в наличии у вас всего генетического знания, необходимого для прохождения вашего текущего посвящения. 15. Храм знания, получаемого через видение. В храме содержится вся информация о видении, к настоящему моменту, возвращенная и собранная вместе, в ходе вознесения людей по всей планете. Вы можете посетить этот храм и сравнить свои записи видения, чтобы посмотреть, что отсутствует на вашей текущей фазе эволюции. Такая информация включает ясновидение, телепатию и способности формы служить каналом для души. 16. Храм Вознесения. Храм содержит записи всех вознесений людей, происшедших к настоящему моменту в новом консенсусе. Сюда входят успешные и неудачные вознесения. Вы можете использовать просмотр таких записей для собственной эволюции. 17. Храм кармы. В этом храме находится кармический совет, руководимый солнечными советами. В этом храме, согласно новому консенсусу, рассматриваются и разрешаются все кармические споры людей. 18. Храм почитания. Это единственный храм, руководимый истоком единого. Храм наблюдает за кармическим советом, с тем, чтобы решения принимались на основе почитания, и поддерживает непрерывное стремление Земли к вознесению. Споры, неурегулированные в храме кармы, передаются именно в данный храм. Новые солярные храмы. Ниже следующие храмы, новые службы солярного уровня, наблюдающие за названными 18 планетарными целительскими храмами Вознесения. Эти храмы следят за тем, чтобы все 18 планетарных храмов действовали в соответствии с новыми ключами Вознесения, предоставляемыми единым истоком в целях поддержания возрождения и перестройки всего, что есть. Вы не можете попасть в эти храмы напрямую, однако при наличии кармических трений или проблем, связанных с вашим индивидуальным вознесением, вас могут взять туда для оказания помощи, руководства и очищения. Поэтому вас берут в эти храмы через храм почитания, только если в этом существует потребность. 1. Храм истинного закона. В этом храме содержится истинный закон в действии. Он гласит, что для вознесения должна быть высвобождена только та карма, которую реально наработали лишь ваши предки. В вашем творении, силы тьмы, так много манипулировали с кармой, что у Земли и человеческого вида накопилось ее слишком много, чтобы вознестись.
Это результат перекладывания кармы с других планет и звезд, или от гуманоидных цивилизаций. На данном этапе истории, вся карма, не относящаяся к Земле или людям на ней, возвращается назад через храм истинного закона. Если кто-либо попадает в кармическую ситуацию, которая не кажется ему собственной, он может быть доставлен в этот храм для рассмотрения и очищения. 2. Храм истинной функции. Это храм истинной функции в действии. В каждую душу, вышедшую из Тао, где берут начало все души, вложена функция, соответствующая ее первоначальной роли. В вашем творении роли были перепутаны между душами. Существуют души-творцы, души-змея и души-ангелы. Души-творцы хранят головную светокопию творения, или на языке людей, светокопию чьей-либо формы и жизненного проявления. Души-ангелы переводят светокопию в генетический материал, создающий форму. Души-змея сплетаются вместе в положительный или отрицательный энергетический поток, для создания энергетической решетки и тонких тел, или чакровой системы, из которых образуется форма. В вашем творении, души творцов, змеев и ангелов перемешались. Это привело к ряду падений сознания. Истинная функция призывает души, вышедшие из Тао, вернуться к той конкретной функции, которая является неотъемлемой изначальной способности, присущей душе в соответствии с ее первичной светокопией на момент происхождения. В этом случае, всеми частями поля управляют души, компетентные и способные выполнять ту работу, для которой предназначены. Изменение истинной функции повлияло на вознесение людей. В течение последних месяцев были произведены переназначения всех душ, поддерживающих все возносящиеся поля на Земле, включая человечество. Если в чьем-либо поле выявляется какая-нибудь проблема, связанная с определенной душой, он берется в этот храм для определения первоначальной роли души и решения вопроса. 3. Храм истинной оркестровки, или гармонического сочетания. Оркестровка поля призывает все души змеев, ангелов и творцов работать вместе определенным образом, служащим всему полю и форме, которая возносится. Храм истинной оркестровки содержит светокопию каждого возносящегося вида, согласно тому, каким образом души творцов, ангелов и змеев должны взаимодействовать в интересах непрерывного вознесения. Если в ходе вашего вознесения имеется проблема с оркестровкой ваших душ, вас будут брать в этот храм для оценки ситуации и исправления. 4. Храм истинной симфонии. Истинная симфония – это признание, что каждая душа-творец, душа-ангел или душа-змей, создает определенную тональность и звук в движении энергии возносящегося поля. Этот звук очень похож на оркестр, день за днем исполняющий симфонию. Каждому ангелу, змею или творцу, в любом поле, дается музыкальная партитура, которую он должен исполнять во вращении энергетического поля. В этом храме содержится музыка, которая должна исполняться в поле любого посвящаемого, на любом конкретном уровне эволюции. Если существует проблема со звуком, исходящим из чего-либо поля, слишком много фальшивых нот, его могут доставить в этот храм для оценки состояния и сонастройки. 5. Храм истинного ритма, времени. В симфонии звука заключен конкретный ритм. Каждый ангел, творец или змей, должен исполнять свою музыку в такт с другими синкопирующими ритмами. Именно в этом храме находится схема ритмов для каждой фазы вознесения любого вида. Если у кого-то есть проблемы с ритмом времени, в этот храм он будет доставляться для оценки состояния и сонастройки. Мы надеемся,
что из этой информации вы поймете, в чем состоит дар присутствия солнечных советов на Земле. Они дают нам возможность сознательно использовать для вознесения названные храмы, поскольку сейчас уже достаточно душ, помогающих осуществлять как сознательное, так и во время сновидений использование храмов посвящаемыми. Вплоть до последних изменений и принятия решения об участии Солнца на Земле было недостаточно душ и энергии для сознательного посещения людьми целительских храмов Вознесения. Цель солнечных советов – создать пространство для вознесения людей, чтобы в их бытии происходили перемены, ведущие к мировому покою и вознесению Земли в целом. Поэтому, любое действие, порождающее региональную, национальную или планетарную проблему, будет ставиться вне закона, а ее причины устраняться таким образом, чтобы все подобные стереотипы больше не повторялись в ходе человеческого вознесения. Такие границы на Земле и в жизни людей устанавливаются силой мыслеформы солярного уровня. Возносящиеся посвящаемые должны посмотреть дальше крошечных перспектив собственной ограниченной жизни. Существует более масштабная жизнь, образуемая вознесением планеты, включающим все виды на Земле, а также одновременно происходящим вознесением на уровне Солнца, Вселенной, космоса и творения. В стремлении вознестись, никто, как и Земля, не одинок. Коллективное стремление многих измерений вознестись помогает всей Земле, предоставляя ключи и помогая сопротивляться вмешательству значительных сил тьмы, все еще мечтающих воспрепятствовать вознесению Земли. В качестве планеты или вида мы не можем причинять вред тому, что способствует вознесению целого. Вероятно, самые последние уроки человеческого вознесения дают возможность понять именно это. Мы должны почитать наше единство во многих измерениях со всеми другими пребывающими там видами. Возлюбленные, человечество учится почитанию, охватывающему многие измерения. Воистину, это великий выбор. Надеемся, вы нашли эту информацию полезной для вашего пути вознесения.